Все началось с одной из самых сенсационных идей 20 века. Если человек может покорять космос, почему бы не попробовать приручить небо? В середине 40-х ученые в Соединенных Штатах впервые задумались о том, чтобы изменить ход облаков и направить дождь ровно туда, где его ждут. Не где-нибудь в фантастических романах, а прямо посреди Нью-Йорка в 1947-м Уильям Вонигут и Винсент Шефер провели первый в истории успешный эксперимент по искусственному вызыванию снега. Они просто разбросали сухой лед в облаках, и в считанные минуты из них посыпались снежинки. Это не была магия, только строго выверенные химические формулы и хорошо настроенные самолеты. Через несколько лет, в 1950-х, стартует проект под громким названием «Сирус». Военные надеялись направить ураганы в сторону врага или как минимум сдерживать их силу. Один из наиболее известных случаев — операция Storm Fury в 1962-м. Самолеты снова поднимаются в небо над Атлантикой, теперь они несут на борту серебристый йодид. Облака, обработанные этим веществом, действительно реагируют. Некоторые ураганы начинают ослабевать на несколько миль в час. Путь циклона становится менее предсказуемым. Никто еще не знал, что в этот момент открывается настоящая шкатулка Пандоры управления погодой. Сотни ученых спорили, стоило ли лезть в дела природы, но финансирование только росло. В том же десятилетии, но уже в Советском Союзе, идут еще более амбициозные эксперименты. Поезда, груженные канистрами с цементом, направляются к Ленинграду, где задачей на день становится не допустить дождя к параду. Над городом проходят десятки самолетов, распыляющих реагенты, и буквально за считанные часы небо проясняется. Такой трюк становится хитрым оружием на войне с ненастьем, и его продолжают использовать десятилетиями. С тем же азартом, но уже гораздо масштабнее, в Китае в начале 2000-х запускают свою национальную программу по управлению осадками. Именно в Поднебесной создают крупнейшую в мире систему по рассеиванию облаков. В подготовке к Олимпийским играм в Пекине сотни ракет ежедневно отправляют реагенты в небо, чтобы не дать дождю испортить торжественное открытие. И снова результаты ошеломляют. Над ареной сияет солнце, а в окрестностях идут проливные ливни. Вот так, шаг за шагом, человечество учится управлять стихией, а масштаб операции с каждым годом только нарастает. И это лишь видимая часть айсберга. Где-то на секретных полигонах ученые тестируют новые технологии. Лазеры, которые должны рассекать облака, мощные генераторы, создающие микроклимат на ограниченных территориях. Австралийские фермеры, отчаявшись дождаться дождя самостоятельно, привлекают частные компании, которые обещают вырастить урожай буквально на пустом месте. Чем выше ставки, тем изощреннее методы. И все чаще эксперименты переходят в разряд коммерческих услуг. Но пока одни строят планы по обузданию ураганов, другие ловят молнии в специальные ловушки, чтобы изучить их энергию. Даже попытки уменьшить силу торнадо предпринимаются не где-то в лабораториях, а прямо на просторах американских прерий. Ученые и энтузиасты запускают баллоны, строят барьеры, тестируют электромагнитные установки. Кажется, человечество движется все дальше, от простых приманов к дождю к проектам по управлению целыми климатическими зонами. На этом фоне появляется еще более дерзкая идея. А что, если однажды человек сможет влиять на атмосферу только силой мысли? История знает несколько сенсационных случаев, когда человеческие возможности удивляли даже самых скептичных исследователей. Следующий шаг в исследовании границ возможного — это не просто технологии, а настоящая схватка мозга против стихии. Если кажется, что управлять погодой могут только мощные установки и химикаты, наука иногда подбрасывает истории, в которые трудно поверить. В середине 19 столетия в Мексике появляется документ о загадочной женщине по имени Тереза Уррутия. По воспоминаниям очевидцев, она могла, сконцентрировавшись, буквально заставлять грозовые облака рассеиваться над своим домом. Местные фермеры отмечали, что именно над ее садом всегда оставалось ясное небо, даже когда весь район накрывало ливнями. Позже врачи пытались понять, есть ли у нее необычные биофизические особенности, фиксируя у Терезы сильно повышенное электромагнитное излучение кожных покровов во время гроз. Несколько аналогичных случаев зафиксированы и в провинциальных деревнях Соединенных Штатов ближе к началу XX века, однако прямых научных доказательств долго не удавалось получить. В Соединенных Штатах в 60-е появляется новое направление исследований — парапсихология, где ученые всерьез начинают искать людей с так называемыми психокинетическими способностями.
Исследования Стэнфордского исследовательского института, в частности эксперименты с участием Инга Свана, в какой-то момент буквально взрывают научную прессу. Инга утверждает, что может не только видеть объекты на расстоянии, но и влиять на окружающие процессы, в том числе на движение облаков. Несколько лабораторных опытов проходят под контролем комиссии. Фиксируется незначительное изменение температуры воздуха в закрытых камерах при ментальной концентрации участников. Один из наиболее известных экспериментов с участием Пэта Прайса запечатлено на кинопленку. На фоне полного затишья в помещении стрелка анемометра резко отклоняется после 5-минутной медитации испытуемого. На рубеже 20 и 21 столетий интерес к необычным способностям мозга только растет. В Японии специалисты Национального исследовательского центра электрофизиологии проводят серию наблюдений за группой медитирующих монахов из Киото. Исследования показывают, что во время глубокого транса у отдельных участников на коже фиксируется сильный скачок ионного обмена и появляется электрический потенциал, способный влиять на мельчайшие водяные капли в воздухе. В лабораторных условиях над стеклянными контейнерами с паром отмечаются изменения структуры конденсата, если рядом находился монах во время медитации. Пока данные не становятся сенсацией, но интерес не угасает. Еще более дерзкие тесты проводят в России. Здесь исследователь Ирина Чайковская в течение 5 лет собирает данные о людях, которые утверждают, что могут разгонять облака. В рамках эксперимента 22 добровольца регулярно выходят на поле под присмотром независимых наблюдателей и пытаются ментально толкнуть небольшие тучи. До половины случаев фиксируются видимые изменения в форме облаков, они действительно начинают рассеиваться или изменяют траекторию. Физики отмечают, что не всегда удается объяснить результат ветром или перемещением воздуха. Выводы осторожны, но данные тщательно документируют. В Соединенных Штатах лаборатория Принстонского университета проводит параллельные тесты. Здесь работают с приборами, улавливающими микроскопические колебания электромагнитных волн, исходящих от мозга во время концентрации. В комплексных опытах над жидкостями, помещенными в герметичные стеклянные резервуары, регистрируются крошечные вибрации, совпадающие с моментом любой сильной мыслительной активности участников. Изменения столь незначительны, что их можно измерить только сверхчувствительной аппаратурой, но даже этого оказалось достаточно, чтобы задуматься, что если эти микроволны могут хоть и теоретически влиять на плотные облачные массы при определенных условиях, параллельно продолжают появляться отдельные сообщения от очевидцев, которые утверждают, что видели людей, способных заказывать погоду. В Бразилии шаманы племени Тупи собрались на церемонию, чтобы вызвать дождь во время засухи. Показания независимых метеорологов показали, что уровень влажности воздуха в этот момент действительно аномально изменился именно на ограниченном участке территории. Похожий случай зафиксирован в штате Аризона, где старейшины индейцев Хопи молились о снеге, и он буквально начался через несколько десятков минут после ритуала, хотя прогноз погоды не обещал никаких осадков на ближайшие дни. Современные нейрофизиологи рассматривают эти феномены скептически, но не отрицают, что мозг человека способен выдавать электромагнитные импульсы мощнее, чем считалось раньше. Некоторые исследовательские группы в Китае экспериментируют с усилением мозга с помощью специальных электронных обручей. Их задача — выявить, может ли коллективная концентрация нескольких десятков людей синхронно дать большее влияние на движение воздушных масс. Итоги одних опытов остаются засекреченными, по другим в научных изданиях мелькают данные, что разница в температуре воздуха фиксируется чуть выше статистической погрешности. Пока специалисты спорят о достоверности неожиданных открытий, к исследованиям подключаются энтузиасты из разных стран. В Соединенных Штатах, Японии и Австралии создаются онлайн-сообщества людей, которые по расписанию одновременно посылают мысли на разгон облаков или вызов дождя. Некоторые видеоролики с экспериментами набирают десятки миллионов просмотров, а единичные совпадения подогревают волну интереса среди публики. За пределами лабораторий и форумов продолжают фиксироваться новые истории. В Сибири молодая женщина утверждает, что научилась раздвигать тучи после серии глубоких дыхательных практик. Ее вызывают на местное телевидение. В прямом эфире над студией сгущаются темные облака, и буквально через 15 минут они начинают расходиться, оставляя в небе прозрачное пятно. Операторы показывают результаты на метеорадаре, направление движения облаков действительно меняется, и ведущие не скрывают удивления. Накопленные факты демонстрируют одно — потенциал человеческого мозга до сих пор не изучен полностью.
От фермеров Мексики до шаманов Латинской Америки, от советских энтузиастов до японских монахов, попытки влиять на погоду хотя бы эпизодически приносят результаты, которые не всегда удается объяснить простыми законами физики. Но если индивидуальные примеры действительно существуют, следующий логичный шаг — проверить, что произойдет, если человечество обретет коллективный контроль над атмосферой. Именно тогда вопрос о последствиях вседозволенности окажется не теоретическим, а болезненно реальным, и человечеству откроется совершенно другой масштаб ответственности и возможных опасностей. Если представить, что однажды человечество действительно обретет абсолютную власть над погодой, жизнь на планете изменится до неузнаваемости. Представьте, в любой момент можно разогнать грозу перед важным матчем, заказать снег на Рождество или мгновенно прекратить засуху в любой стране. На первый взгляд, идеальный мир, где больше нет стихийных бедствий, а голод исчезает, потому что урожайные поля всегда получают нужное количество влаги. Но лишь стоит начать масштабировать такие эксперименты, и начинают всплывать неожиданные, иногда пугающие последствия. В середине 20-го столетия, когда в Советском Союзе впервые начали массово использовать погодные манипуляции во время парадов и сбора урожая, ученые уже тогда сталкивались с побочными эффектами. После серии экспериментов на юге России в 1971 происходит аномальный сезон. Проливные дожди внезапно смещаются на соседние регионы, вызывая там наводнения, которых не видели более 50 лет. В Китае, когда перед Олимпийскими играми в Пекине запускали сотни ракет с реагентами, в пригородах города фиксировали град размером с бейсбольный мяч, а некоторые районы остались без дождя на несколько месяцев подряд. Еще более красноречивый пример — проект Storm Fury в Соединенных Штатах. Когда военные пытались ослабить ураганы, они заметили, что измененные циклоны начинали двигаться по самым неожиданным траекториям, обрушиваясь на населенные пункты, которые считались безопасными. В 1964-м ураган Клео, подверженный такой обработке, меняет курс и затапливает несколько городов во Флориде. Аналогичные истории происходят позже, когда в Австралии пытаются вызвать дождь в засушливых районах, а в результате интенсивные ливни смывают дороги и посевы, не принося никакой пользы. Чем больше эксперименты, тем выше риск ошибок на глобальном уровне. Уже в наши дни, по данным отчетов программы по окружающей среде Организации Объединенных Наций, постоянное вмешательство в облачность над одним регионом приводит к тому, что соседние страны страдают от засух и дефицита воды. Международные конфликты разгораются, когда одна страна обвиняет другую, мол, это вы украли наш дождь. Такие споры официально зафиксированы между Китаем и Вьетнамом, а также Индией и Пакистаном. Еще одна малоизвестная опасность — влияние на биосферу. После массового рассеивания облаков в Восточной Европе местные экологи обнаружили, что популяция редких насекомых сократилась почти в 2 раза за одно лето. Оказалось, что слишком частые перемены микроклимата сбили с толку птиц и насекомых-опылителей, из-за чего пострадали сады и урожайные культуры. В Калифорнии крупные фермерские хозяйства, заказывавшие частные услуги по вызову дождя, в итоге получили вспышку грибковых инфекций на растениях и резкое снижение качества урожая. Но все это лишь цветочки в сравнении с тем, что может произойти, если власть над погодой окажется у человека, который решит использовать ее в своих целях. В истории уже зарегистрированы попытки использовать управляемую погоду как оружие. Во Вьетнаме во время операции «Папающий дождь» ВВС Соединенных Штатов распыляли серебристый ядит над тропическими лесами, чтобы вызвать непрекращающиеся ливни и затруднить движение противника. Тогда дороги превращались в непроходимую кашу, урожай гиб. Когда подобные методы попадают в арсенал государств, даже мелкие конфликты способны перерасти в настоящие климатические войны. И это только военные риски. Гораздо сложнее контролировать последствия, если технологии управления погодой станут доступны для корпораций или отдельных частных лиц. Например, крупные агрохолдинги смогут буквально забирать осадки у соседних фермеров, оставляя их в засухе. В аренду пойдут не только тракторы, но и оборудование для создания микроклимата. И тогда вырастет количество экологических катастроф, ведь никто не сможет уследить за балансом воды и температур. Уже сейчас в Соединенных Штатах несколько компаний торгуют услугами по очистке неба, что вызывает споры и судебные разбирательства между фермерами и соседними городами. Последствия могут быть глобальными.
Если крупная страна массово запустит проект по изменению климата, цепная реакция затронет часть планеты. Изменятся ветра, океанские течения, уровень моря, а значит и распределение осадков по всему миру. Ученые подсчитали, что даже небольшое уменьшение облачности над одной территорией может привести к засухе в другой части континента. Несколько лет назад в Саудовской Аравии после серии экспериментов с облаками в соседних странах резко снизился уровень воды в реках, а это уже повлияло на сотни тысяч людей. Любые ошибки станут едва ли не необратимыми. В истории известен случай, когда в Индии во время экспериментов по вызову дождя над одним регионом соседние районы столкнулись с внезапным заморозком. По ночам температура падала почти до нуля по Фаренгейту, уничтожая урожай. Позже выяснилось, что измененная циркуляция воздуха спровоцировала аномальные перепады температур, и устранить такие отклонения было невозможно в течение нескольких месяцев. Важнейший аспект — этические дилеммы. Кто решает, где будет идти дождь, а где засуха? Как обеспечить, чтобы власть над атмосферой не использовалась против отдельных стран или народов? История показывает, как только появляется возможность контролировать погоду, появляется соблазн управлять ею ради выгоды одной стороны. Международные организации уже сегодня разрабатывают протоколы безопасности и юридические нормы, запрещая использование климатических технологий как оружие. Но пока ученые открывают новые горизонты, соблазн вмешаться в работу природы только растет. Оглядываясь на реальные факты, кажется, еще пара шагов, и человек получит таинственный ключ от всех стихий. Но готовы ли мы нести такую ответственность, когда каждая ошибка может стоить целым городам не только урожая, но и жизни? Дальнейшие разработки технологий становятся все сложнее, а битва за контроль над атмосферой только заходит на новый уровень. Теперь на кону не только урожаи или парад на Красной площади, а баланс всей планетарной экосистемы. А впереди ошеломляющий технологический прогресс, когда грань между мечтой и реальностью исчезает буквально на глазах. Если кажется, что главный козырь человечества в битве за погоду — это примитивные самолеты с реагентами, современные лаборатории уже давно ушли далеко вперед. В начале третьего тысячелетия исследовательские команды в Соединенных Штатах, Китае и Европейском Союзе работают над принципиально новыми системами воздействия на атмосферу. На территории Невады строится первая мегаустановка на солнечных батареях, способная выбрасывать микроскопические частицы серебристого йодида в определенный слой облаков с точностью до 1 ярда. С помощью искусственного интеллекта рассчитывается, где и когда наиболее эффективно инициировать выпадение осадков. Уже в 21 столетии десятки фермерских хозяйств заказывают эти услуги на коммерческой основе и получают дождь ровно в нужный день. В Китае, начиная с Олимпийских игр, государственная программа масштабируется настолько, что к ней подключаются орбитальные спутники. На орбите запускают специализированные системы для отслеживания движения облачности и расчета потенциала для вмешательства в масштабах целых провинций. Власти страны ежедневно публикуют графики управления осадками, а частные лаборатории изготавливают тысячи ракет для оперативного реагента. За год работы система позволяет увеличить урожайность на 5%, а отдельные регионы испытывают рекордное снижение числа стихийных бедствий. В Европе берут курс на экологичность. В Нидерландах компания SkyTech представляет лазерную платформу, предназначенную для контролируемого образования осадков. Высокоэнергетические импульсы фокусируют влагу в атмосфере, чтобы ускорить формирование туч. Первый эксперимент проходит на окраине Амстердама. Через 30 минут после включения системы начинается легкий дождь на участке площадью более 70 акров. Разработчики утверждают, что технология абсолютно безопасна для окружающей среды и может применяться по расписанию. В Соединенных Штатах не отстают и военные. На базе ВВС в штате Колорадо тестируют прототип генератора тумана, способного создать плотную завесу на несколько километров вперед. Аппарат пригодился для маскировки военной техники и удивил даже скептично настроенное командование. Искусственно созданная облачность держится на высоте более 300 футов почти 2 часа. Параллельно инженеры исследуют вопрос электромагнитного воздействия. Строят специальные башни, генерирующие короткие всплески, чтобы подавлять формирование мелких штормов. В Австралии фермерские кооперативы заключают договоры с частными компаниями, которые берутся доставлять дождь за фиксированную плату. Для этого используют самолеты с 5 типами реагентов на борту, выбирая состав в зависимости от погодных условий.
В 21 столетии технология становится настолько массовой, что в отдельных районах фиксируются новые рекорды по урожайности пшеницы и хлопка. В Австралии даже возникает своеобразная биржа погоды, где фермеры делают ставки на удачные дни для осадков. В России группа ученых из Новосибирска и Тюмени разрабатывает инновационные дроны для работы с облаками. В отличие от тяжелых самолетов, маленькие беспилотники могут подниматься на высоту до 11 тысяч футов и точно распылять парамиллионные доли специальных реагентов. Испытания показывают, при небольшой массовой операции можно увеличить вероятность осадков в радиусе 10 миль почти в 1,5 раза. Первые клиенты — местные фермеры и службы гражданской обороны. Еще более амбициозные проекты стартуют на Аляске и северо-западе Канады, где ученые тестируют технологии по локальному изменению температуры воздуха. Сотни мощных нагревателей размещают на определенной территории, чтобы разогнать морозы или растопить снег на взлетно-посадочных полосах. В частности, аэропорт в Анкоридже использует подобную схему для борьбы с ледяными туманами, что позволяет не останавливать перевозки даже в январе. В университетах Японии исследователи соединяют возможности искусственного интеллекта и больших данных для построения точных математических моделей микроклимата. Программное обеспечение анализирует состояние атмосферы в реальном времени и автоматически отправляет команды пилотируемым или автономным дронам для оперативного запуска дождя или рассевания облаков. В 2000-х годах такое пока казалось фантастикой, но сегодня подобные системы востребованы в крупных мегаполисах для управления городским климатом. В Израиле компания AgroCloud разрабатывает сеть небольших спутников, собирающих информацию о состоянии облачности над полями. Полученные данные автоматически интегрируются с наземными установками по посеву осадков. В результате фермеры получают индивидуальные рекомендации по управлению погодой для каждого участка земли, что приводит к резкому росту производства овощей и фруктов. Но наиболее футуристические проекты связаны с идеей коллективного контроля климата на планетарном уровне. В лабораториях Калифорнии обсуждают возможность создания искусственных облаков для снижения температуры поверхности океана и уменьшения силы будущих ураганов. Некоторые инженеры предполагают использование огромных воздушных шаров с отражающими покрытиями, чтобы отзеркалить солнечные лучи и избежать жары во время засухи. В последние годы совместные исследования ученых из Канады, Китая и Германии открывают новые горизонты в разработке нанометровых частиц для точечного влияния на структуру облаков. Такие частицы можно распылять с помощью дронов или специальных пилотируемых летательных аппаратов. Первые тесты показывают, эффект сохраняется до нескольких часов, а масштабируемость технологии позволяет применять ее на тысячах гектаров. С каждым годом граница между фантастикой и реальностью становится все более размытой. Смелость инженерных решений поражает, ведь все это не просто идеи со страниц романов, а самая настоящая научная гонка, где на кону миллионы жизней, урожаи и благополучие целых стран. Но уже сейчас даже самые передовые экспериментаторы сталкиваются с трудностями: погодные аномалии, неожиданные побочные эффекты и вопросы о безопасности таких вмешательств для природы. Пока одни мечтают о мире, где погода подчиняется простому нажатию кнопки, другие предостерегают: слишком легкая власть над стихией может выйти из-под контроля в самый неожиданный момент. Именно этот страх подталкивает ученых и политиков к обсуждению самой главной цены — рисков, которые могут встать на пути у тех, кто решит примерить на себя роль хозяев климата. В тот момент, когда ученые начинают говорить о полном контроле над погодой, на первый план выходят совсем другие вопросы. Сколько ошибок допустимо, если на кону стоят не отдельные улицы, а судьба целых городов и стран? Уже в прошлом столетии, когда первые эксперименты проводились над югом России и Восточной Европой, фиксировали непредсказуемые ливни, ураганы на новых траекториях и даже исчезновение насекомых-опылителей. В Соединенных Штатах после обработки урагана Клео затопление Флориды стало одним из самых громких примеров неудачных вмешательств. Эти ошибки были записаны в отчеты, но последствия ощущались годами. Разрушены дома, затоплены поля, а тысячи людей покидали свои дома в поисках безопасности. С ростом технологических возможностей проблемы только нарастают. В Китае после Олимпийских игр, когда сотни ракет с реагентами разогнали дождь над Пекином, пригороды столкнулись с градом величиной с бейсбольный мяч и потеряли дождь на несколько месяцев.
Такие перекосы вынуждают ученых фиксировать редкие погодные явления и срочно разрабатывать новые инструкции по безопасности. На Ближнем Востоке, где после вмешательства Саудовской Аравии в облачность реки в соседних странах начинают мелеть, а засуха уничтожает урожай, поднимается международный скандал. Уже известно как минимум о 2 таких случаях с конфликтами между Иорданией и Саудовской Аравией, а также Эфиопией и Египтом, где спор шел о миллиардах кубических футов воды. В истории есть зафиксированные попытки использовать погоду как оружие. Во Вьетнаме операция «Папающий дождь» превращает тропические дороги в болото, делая невозможной логистику для местного населения. В Колумбии независимые эксперты отмечают, что после приватных заказов крупных компаний на разгон облаков соседние районы страдают от засухи, а фермеры подают коллективные иски против агрохолдингов, обвиняя их в краже осадков. В Калифорнии судебные процессы между винодельнями и компаниями, обещающими ясное небо за деньги, становятся регулярными, а рейтинг погоды в СМИ начинает влиять на стоимость сельхозземель. В Японии фиксируется рост заболеваний растений после массовых распылений реагентов на полях. Грибковые инфекции уничтожают урожай на тысячах акров. В Европе экологи бьют тревогу. После частых рассеиваний облаков в Восточной Польше популяция пчел сокращается почти в 2 раза, что приводит к недобору меда и проблемам с урожайностью фруктов. Частные сервисы по заказу дождя распространяются не только среди фермеров, но и среди строителей, которые хотят избежать осадков на объектах, и это только увеличивает конкуренцию за каждый кубический фут воды. Когда речь заходит о глобальных проектах, масштабы угроз становятся еще серьезнее. В Нидерландах, например, после запуска лазерных платформ на окраине Амстердама, местные метеорологи отмечают перемещение зоны осадков и неожиданные штормы на побережье. В Австралии, где товарные фермеры организуют биржи погоды, несколько сезонов подряд фиксируются ливни, смывающие дороги и затапливающие посевы, а спасатели вынуждены эвакуировать целые деревни. Особое внимание уделяют рискам, связанным с ошибками программирования и сбоев оборудования. В Израиле была зафиксирована ситуация, когда из-за сбоя в системе оповещения AgroCloud реагенты были распылены в неверном месте, что вызвало град на территории национального парка и почти уничтожило редкие сорта растений. На Аляске при тестировании мощных наземных нагревателей происходит локальный скачок температуры и обрушивается сильный туман, блокируя работу аэропорта в Анкоридже более чем на 12 часов. Военные также сталкиваются с неожиданными последствиями. В штате Колорадо прототип генератора тумана во время испытаний создает облачную завесу, которая выходит за пределы тренировочного полигона и нарушает авиасообщение на гражданском аэродроме. Испытания в России, где дроны распыляют реагенты для вызова осадков, приводят к заморозкам в соседних районах. Температура ночью опускается почти до 0 по Фаренгейту и уничтожает 1000 акров картофельных полей. Самым сложным остается вопрос этики. В международной практике не раз возникали споры, кто имеет право выбирать, где будет идти дождь, а где его не будет. После массовых манипуляций с погодой в Восточной Азии Организация Объединенных Наций вынуждена разрабатывать новые юридические протоколы, чтобы предотвратить погодные войны между государствами. Уже существуют случаи, когда страны Западной Африки обвиняют друг друга в перехвате дождей с помощью технологий управления облаками. В Китае, где каждый год публикуются отчеты о планируемых операциях по управлению осадками, отдельные регионы обвиняют центральные власти в несправедливом распределении воды, что провоцирует протесты среди фермеров. Параллельно ученые сталкиваются с моральными дилеммами, как предотвратить использование погодных технологий в военных или корпоративных целях, если даже сейчас частные компании могут изменить микроклимат ради прибыли. Эти события показывают, насколько хрупким может быть баланс, когда речь идет о вмешательстве в работу всей атмосферы Земли. Грань между полезными инновациями и потенциальной катастрофой становится все более тонкой, а каждая новая технология диктует свои правила игры. Цена власти над погодой может оказаться слишком высокой для всего человечества. Впереди у науки есть еще один шаг — сделать так, чтобы технологии служили во благо, а не приводили к хаосу, потому что даже самые смелые идеи должны учитывать ту ответственность, которую берет на себя человек, решивший управлять самой стихией.